Всем доброй ночи, друзья мои. Думала, что на одном дыхании сниму все серии предсказаний о всех странах, но, увы, они забирают очень много сил, энергии, и приходится потом восстанавливаться. Это не просто, как некоторым может показаться. Некоторые товарищи советы любят раздавать, но они понятия не имеют, что это такое. Изначально хочу вам сказать, что для того, чтобы составить общую картину, значит, о предсказаниях, общие мировых предсказаниях, вот я загрузила несколько дней назад. И, кстати, они молниеносно начали сбываться, как обычно и бывает, но хотя это еще пока начало. Даже год только подходит. Но старый год уже уступает свои владения новому. Поэтому уже происходит все. Такое чувство иногда, что эти слова сидят на цепи и ждут своего момента, когда их отпустят. А если без шуток, то ведьмы, которым дано видеть, понимаете, вот хирурги разные, разного уровня, разные силы и знания. Есть хирурги, которые замечательно оперируют, но больше ничем не отличились. Есть хирурги, это так просто беру, врачей любых, которые создали свой метод лечения, открыли свои клиники, написали несколько томов своих работ и оставили потомкам. То же самое ведьмы. Ведьмы бывают разных сил. Есть ведьмы, которые могут помочь по бытовым вопросам, а есть ведьмы, которые могут видеть судьбу мира. И как Ванга говорила, судьба всего мира и одного человека пишется одной рукой. Той или той же самой рукой. В пространстве, в тонком мире, в тонком плане, в матрице, как вы любите говорить на современный сленг, перенесу, там сохраняются основные события, которые ожидают человечества, и они случатся. И чтобы человек знал, как пережить, как пройти этот год, ему, конечно, лучше знать, как УЗИ лучше сделать во время беременности и знать, что ждет твоего ребенка, да, если он здоров, а если он, например, болеет. Сейчас даже операции делают внутриутробно, в утробе матери. И так уже до этого прогресс дошел. Представьте себе. Так что эти предсказания точно так же, они нужны для того, чтобы знать, что ожидает и чего нужно опасаться, а что нужно больше развивать в себе. Да и вообще предсказания помогают человеку лучше перенести год. Если для кого-то это станет годом неожиданных сюрпризов, для кого-то год будет такой плодовитый и безопасный. Итак, первая часть – это общее предсказание о мировых событиях. Называется «Предсказание 2025. Год Василиска». Значит, далее. Предсказание «Россия 2025. Часть 1». Опять же, «Россия 2025. Часть 2. Регионы». Я еще раз скажу, что я буду дополнять потом эти предсказания время от времени, потому что поток информации, он огромен, и нужно выбрать самые важные детали, а потом, естественно, приходят и другие моменты. Сейчас мы с вами пройдемся по Америке и Европе сегодня. Итак, США.
Не будем с вами сейчас делать политический анализ, кто с кем дружит и против кого. Но скажу вам, что будет происходить в Америке в 2025 году. Прогноз неплохой. Америка свое лидерство еще не потеряла полностью, но гегемония потихоньку начинает стареть. И гегемон отходит в сторону. Во-первых, начнем с того, что последние годы американские президенты оставляют желать лучшего. И более позорной страницы, наверное, в истории Америки еще не было, как друг за другом приходящие непонятные президенты. Когда-то я сказала, что Трамп душевно больной человек. Я сейчас говорю, он психопат, у него психический расклад, то есть в эту сторону. Он психопат, он не социопат, он психопат. И его супруга, она точно такая же, поэтому она с ним выдержала, и он ее боится отчасти. Бывает, когда схлестнулись два тарантула, и один оказался покруче и скрутил. Первая его жена, Иванка, по-моему, ее звали, у нее была славянская кровь. Сейчас не помню, по какой стороне. Вот он изгалялся над ней, а потом развелся. Она спаслась. Хочу вам сказать, что ошибочное ваше мнение о том, что Трамп симпатизирует России или вообще славянам. Мнение не просто ошибочное, а абсолютно слепое мнение. Он ненавидит Россию больше, чем все остальные вместе взятые президенты и антироссийские правители. Но он из клана купцов, и как любой купец прекрасно понимает, как расставлены силы в этом мире. И он понимает, что с Россией нужно дружить. Намного выгоднее дружить. И у Трампа нет иного сейчас выхода. Он должен поднять практически, такую хорошо расшатанную, пускай не уничтоженную, но хорошо расшатанную экономику Америки. Он должен поднять. К концу года 2025 экономика Америки все же значительный скачок сделает, хотя доллар очень сильно потеряет свои силы и на Ближнем Востоке, и на постсоветском пространстве. Он будет держаться, доллар. В один момент немножко упадет, это где-то весной, наверное, начало весны, но потом он вновь наберет обороты, он продержится. В 2025 году он нормально продержится. Другой вопрос, что это будет стоить Америке очень больших силовых и энергетических затрат, поэтому он себя не окупит. Но они будут делать все, чтобы доллар все-таки продержался. Лучше всего доллар продать, наверное, в середине июня. Это будет пик повышения доллара. Потом он потихоньку начнет спадать до определенного уровня. Опять будет стоять на своем уровне. Где-то 80 с чем-то вот так. Но вот в июне, наверное, прям до 120 может дойти, а потом опять обратно. Это будет связано с определенными банковскими реформами, которые будут происходить в Америке. Далее очень сильно столкнутся интересы Турции, Америки, Франции, Англии. Турцию они оттеснят в сторону. Я уже говорила, что 2025 год – это совсем не год для кочевых народов. Можно сказать, для них очень проигрышные годы. На самом деле Вселенная справедлива. Она всем дает шанс. Она всем дает шанс подняться и выстоять. И если, используя этот шанс, ведется грязная борьба, то есть
ну, скажем так, проливание невинной крови и прочее. Со временем этот шанс отбирается, у целого народа может отобраться, и народ начинает перетерпевать свой упадок. Вот 2020 год по 2025, не включительно, а вот конец 2024, это были годы, можно сказать, вот на перекрестке цивилизаций 4 года, как, знаете, со всех сторон дороги. Для кочевых народов большой шанс подняться и утвердить себя на мировой политической арене. Они это сделали. Но они это сделали так, как они умели. Их основная политика – это запугивание, кровь, убийство, захват. Ну, на то они кочевники. Теперь идет спад. Все идет обратно. Обнуляется. Трамп своим купеческим чутьем понимает, что люди устали от войны, от экономических неурядиц. И как нельзя, кстати, сейчас пропаганда о мире. Он окружит себя в основном женщинами, политиками. И его команда начнет сажать в тюрьмы, назначать расследование затрат, преступлений, халатности прежних властителей. Он очень мстительный человек. Я бы сказала, даже мелко мстительный. И многим он не простит, что во время его правления многие губернаторы буквально отказывались подчиняться его приказу. Хотя в Америке есть такое, каждый штат имеет свою законодательную систему, но в любом случае никогда еще в истории Америки не было, чтобы так нагло губернаторы штатов просто выходили против него. Ну, против президента. Они были уверены, что их поддержат, и их поддержали. Они были уверены, что они останутся безнаказанны, и они остались безнаказанны. Тогда он ничего не смог сделать, пока еще война не началась, не было такого конфликта. И народ еще пока мечтал о какой-то более прогрессивной власти. А теперь у Трампа язык стал длиннее, потому что ему есть что предъявить той власти, ему есть что сказать. Вот вы хотели моего ухода, вы не допустили меня к выборам тогда, и вот получайте разрушенную экономику, значит, затраты на войну, которая нам ничего не принесло и не принесет, и прочее. Однако цепкие лапы Америки, они, конечно, так легко не отойдут ни от Сирии, ни от Ливии. Ближний Восток будет гореть. Еще 3 года это все будет восстанавливаться. Бесчинство, грабеж этих стран будет продолжаться. И потом американцы просто поступят точно так же, как поступили в Афганистане. Просто кинут своих и убегут. Вот и все. И когда там сменится власть, а власть сменится, естественно, они просто оттуда уйдут. Вы заметили, когда они куда-то приходят, начинают свой грабеж, то они ставят на места местных жителей, только верных им местных жителей. Почему? Они даже в этом случае не рискуют своей шкурой. Если они ставят военные базы, предположим, в каких-то странах, то есть военные базы, в основном там работают местные жители, а руководство американское. Заранее, если что-то должно случаться, руководство уезжает. Из этих баз начинаются
обстрелы какой-то страны, и с той стороны идут ответ на ту страну и на тех жителей, которые там обитают. То есть в любой политике, при любом раскладе американцы просто, ничем не рискуют. Если только там пару миллиардов долларов, может быть, иногда могут потерять при этом всей этой заварухе, но это так, капля в море. Сколько миллиардов они оттуда грабят, триллионов, это несопоставимо. Вот то же самое будет происходить. Запомните, в Америке год пожаров, это Флорида, Техас. Большая трагедия в городе Лас-Вегас, который очень долго еще аукнется. Поэтому те, кто там живет, будьте осторожны. Значит, в Калифорнии постоянные какие-то вот такой сезон убийств, грабежей, семейного насилия, опять же, как было сказано, во всем мире будет. Отцы начнут убивать своих детей во всем мире. И вот определенные регионы, в которых особенно ожесточенные, это, что касается Америки, это Калифорния. Что-то там такое произойдет, и постоянно это в новостях будет появляться. В Америке будут падать статуи и башни. Башни не такие, которые были, башни-близнецы, да, упавшие, а именно башни, может быть, там водохранилище такое, как он там называется, не помню сейчас, в общем, там собирали воду, это как одно время они были нужны, это пожарные башни и так далее. И старые, и новые башни, вот именно башенные дома, башенные какие-то здания, они будут падать из статуи. Вот разбивание и, значит, упадок, падание этих статуй, оно будет как-то символично все время, как будто само небо сравнивает с землей все эти исторические памятники, скажем так. Далее. Год 2 очень крупных торнадо. Один из них будет называться мужским именем, может, Эндрю, что-то такое вот. Может, хрен его знает, что-то похоже такое имя. А другое женским именем. Вот та, которая женским именем, будет особенно разрушительно. У нее такое экзотическое будет имя. Рина, не знаю, Гита. Экзотическое имя, непривычное для американского уха. Вот она разгуляется по полной. 4 города навредит и несколько селений. И самое интересное, уйдет в море и будет стоять посреди моря и вот кружиться несколько дней, приводя в ужас людей, которые будут ожидать, что она сейчас вернется назад. Но она исчезнет в море. Поэтому, если вы это увидите, не переживайте. Если она ушла в море, все, она назад не вернется. Лица сегодня уже показывали, в Стамбуле уже на небе показалось просто лицо человеческое. Как я вам говорила, глаза и лица постоянно будут на небе выявляться. Опять же, и власти Америки, и церковь, там уже католическая, протестантская, там какие есть еще, масонская и так далее, начнется очень жесткая конкуренция и, значит, противостояние. 2025 год – это противостояние светской религиозной власти. Не хочется сказать духовной, потому что духовного там мало сейчас осталось, а вот светской религиозной власти прям даже журналисты будут вспоминать времена Генрихов европейских, которые то гнали папу, то несколько дней молили о пощаде возле его дверей. В общем, вот такое вот
безумие будет. Постоянные запреты религиозных лидеров. Запреты вести бизнес, запреты то сделать, запреты там, запреты на какое-то определенное количество проповедей достаточно. Ограничения постоянные. Очень сильный конфликт намечается. Светская власть очень сильно начинает бояться за свои позиции и не собирается уступать. Она будет делать все возможное, чтобы ослабить религиозную власть. Поэтому 2025 год – это такой год очень жесткого противостояния. Год хлеба и зрелищ в Америке, отвлекая народ от основной проблемы, потому что новая власть, он хоть и уже был президентом, но в любом случае во время его отсутствия очень многое разрушено и уничтожено. И, естественно, люди хотят перемен сейчас же, сиюминутно и как бы без промедления, это мы знаем, поэтому секретариату американского президента придется потрудиться и придется все время отвлекать народ на концерты, на какие-то мероприятия, шоу, на какие-то скандалы и так далее. В Голливуде на лучший фильм будут номинированы 3 основных фильма. Один будет касаться моря, второй либо рабства, либо, может быть, современного рабства. И 3-й фильм о судьбе женщины, знаменитой женщины. Номинацию получат фильмы про рабство, про женщину. Может, кому интересно. Но еще вот этот фильм про море, то есть это тоже основано на реальных событиях, значит, они будут не согласны, они будут подавать в суд. Это будет очень такая неприятная история, скандальная в Голливуде. И самое интересное, что главная актриса, которая должна получить Оскар, она не сможет прийти, подняться на сцену по причине семейного насилия. Ее дома изобьют, и она попадет в больницу. Ну, это так, ирония судьбы, не смеюсь, конечно, страшная вещь. Но вот вам наглядный пример вот этого семейного насилия в году Василиска. Да, кстати, почему перед вами Арес или Марс, ну, сами понимаете, он будет в основном верховодить этим годом. А Марс, он, знаете ли, не самый большой любитель мира. Хочу вам сказать, что вы можете сделать следующую вещь. В домах, на подоконниках, возьмите, купите. Ну, есть, может быть, красивые так изображения, может быть, статуэтку голубя. И на видном месте, чтобы не в доме она находилась, а за пределами дома. На крышу там посадите этого голубя. Сейчас продают так красиво сделано из реальных перьев. Объясню почему. Символ голубя, символ мира, напоминает Марсу о том времени, когда в его шлеме, значит, голубка отложила яйца, и когда Марс собрался на войну, пошел забрать свой шлем и увидел, что там голубь сидит, значит, вила она там свое гнездо. Он решил выкинуть птицу, но Афродита или Венера, если на римский манер, она начала молить своего сурового, жестокого мужа, чтобы он подождал, пока птенчики вылупятся, и тогда, вот только тогда выкинь их оттуда. Ну, Марс уступил слезам жены, не стал этого делать. А когда эти голубки вылупились, он уже решил их оттуда выселить. И опять Афродита попросила, дай им окрылиться, чтобы они сами улетели. И Марс был вынужден опять подождать некоторое время, пока они окрылятся и улетят.
И вот таким образом голубь удержала бога войны надолго от войны. И многие мужчины остались в живых, и многие жизни зародились за это время. И поэтому голубь становится символом мира. И вот когда Марс своей колесницей проезжает по небу, по пространству, по мирозданию и оглядывает свои владения, думая о том, в каком месте, в какой точке мира еще начать войну. И вот он попадаются ему на глаза эти голуби. И он вспоминает тот момент, когда он был милосерден и проявил жалость, проявил доброту. А вообще такой символ в год покровительства Марса, он вас бережет от семейных конфликтов. Поэтому вот мой совет. Можете это сделать, я потом отдельно об этом расскажу и выложу, конечно. Пока что таким образом вам советую поступать. Да и вообще, знаете, когда проходишь мимо окон и видишь голубя, сразу понимаешь, что это наши люди, как там, из нашего села. Итак, давайте далее. Экономический подъем медленный, но верный в Америке намечается. Но катастрофы я вам перечислила. Очень частые отравления в общепитах, частое отравление в школах и в ресторанах. Будьте осторожны. Потом выявится, что некачественные продукты с одних и тех же складов возили по всей стране. На Трампа будет совершено еще одно покушение. Если помните, я говорила насчет этого покушения, когда-то оно совершилось. Будет еще одно покушение, но будет ранен его телохранитель. Потом будут пытаться объявить ему импичмент, недоверие. Некоторые голливудские звезды выступят против него, предлагая свергнуть и скинуть его. Но не возымеет это эффекта, потому что это могло возыметь эффект несколько лет назад, когда еще Америка более-менее так стабильно держалась. Сейчас спад американской экономики настолько сильный, настолько заметный, что многие не могут себе позволить элементарных вещей, которые как бы могли позволить много лет. Что в данный момент народ абсолютно это не поддержит. Так что он будет, да, он останется. Такая тайная тихая война между Турцией, то есть объединившись с Францией, Америка будет вести эту войну, ну и английские интересы там, естественно. Англичанка всегда гадит, а теперь уже англичанин гадит. Но понятное дело, что хитроумный и осторожный Эрдоган в любом случае, как бы высоко не орал о своих лозунгах, все равно он уступит. Уступит, и начнется дележка богатств в Сирии между европейскими странами. Турции не перепадет. У Турции нехороший период, но об этом потом скажем. Очень сильный экономический спад и теракты. 2025 год для Турции будет трагичный. Начало очень большого спада экономического, политического, вообще всякого. Потому что курды начнут воевать, начнется в Турции теракты. Об этом я уже говорила, но я потом сниму как-нибудь, еще расскажу об этом. Теперь, далее. Будет совершено покушение на жизнь на 3 известных личностей Америки. Они представители бизнеса и шоу-бизнеса. Потом окажется, что эти люди скрывали целую индустрию, сеть
детской порнографии. Вот. И начнется очень скандальное расследование, вплоть до, ну, в общем, арестов некоторых очень знаменитых людей. Я бы не сказала, что они об этом, то есть власти об этом не знали. Знали, конечно, но просто этот факт держали при себе. Всегда, я вам объясню, что всегда, когда власть хочет отвлечь людей от экономических проблем, он всегда должен найти внешнего врага или внутреннего врага, да, враги народа. Вот эта вся расправа, ну, люди так устроены. Вы должны понимать, что мы для власть имущих людей особо так ценности не представляем. Как Собчак говорил, что вы сокрушаетесь о погибших там в Чечне, в Афгане, ну и что бабы еще нарожают. Ну и Жуков не меньше говорил. Собчак вообще говорил там, ну, погибнут там 5-10 миллионов, и что с того? Ну и что? Ну, постоянно рождаются, ничего страшного. То есть мы для них как пешки в большой игре. И для сохранения власти они будут играть нашими жизнями как хотят. Но вот американскому президенту сейчас нужны очень позарез просто жизненно нужны эти все шоу, эти аресты и прочее, чтобы в этой суматохе народ, ну, переждал, пока он начнет постепенно приводить страну в чувство. Еще раз говорю, что люди, когда меняется власть, они хотят очень больших перемен за очень короткое время и по-быстрому. Иначе это всеобщая эйфория, она меняется как бы всеобщим разочарованием, а разочарованная толпа – это очень страшная сила, чтобы вы знали. Вот. И если люди изучают как бы политику управления страной, то очень многое вам станет ясно, четко и понятно, как это все происходит. Вся эта управленческая машина, она очень четко разложена по полкам, и как управлять этой толпой, что делать, на что отвлекать, это все сказано. Вопрос индейцев американских. Появится новая ассоциация, которая будет продвигать культуру американских индейцев. Но они уже безопасны, их уже не так много. Американцы их уже не побаиваются, поэтому как бы, ну так, с барского плеча, понимаешь, разрешают им, мол, давайте, ладно уж, так и быть, там что-то свое покажите. Состояние, конечно, плачевное у этого народа, но у них есть будущее, но не сейчас, конечно, через несколько сотен лет. Сейчас им нужно всего лишь выжить, чтобы они остались. Белая смерть, пьянство – это все, чем они их как бы окружили. Ну, просто, знаете, так, кормят на убой. Назначили им пенсии по безработице и все такое, закрыли в этих резервациях. И, собственно, вот вам, кушайте, не умрете с голоду, не сувайтесь сюда. Никуда не допускаются они особо. Но если только в голливудских фильмах поиграли несколько ролей, и на этом спасибо. Коренное население Америки, оно вообще никак не участвует в судьбе страны и никогда не участвовало, к сожалению, с того времени, как захватили ее. Это гостеприимство, доброта, она сыграла очень злую шутку. Как видите, добрые народы долго не живут. Итак, большая утечка народу в Европу, в Россию и в африканские страны. Как ни странно. Ну вот ЮАР, например, Алжир. Почему? Потому что малый бизнес просто будут уничтожать, можно сказать. И там в том числе. Они убирают малый бизнес и делают акцент на большие концерны. Черный год для американского флота. Море будет поглощать их корабли. Сначала они об этом будут умалчивать, особо не распространяться. Но чем дальше, тем больше эта информация просочится везде.
море будет забирать их корабли. Поэтому, если ваши мужья, знакомые работают там, пусть они будут осторожны или, может быть, не соглашаться на дальние путешествия, потому что многих кораблей американского флота не станет. Для людей искусства денежный год. Фильмов снимут много. Как я уже сказала, государство будет оплачивать концерты, значит, какие-то культурные мероприятия постоянно в каждом даже маленьком городке, потому что Трампу очень сильно нужно отвлечь народ, а он, естественно, долгое время занимался шоу-бизнесом, да и вообще всяким бизнесом. У него есть эти возможности, эти связи, даже европейских, значит, артистов возить в Америку для того, чтобы у народа постоянно было какое-то занятие. Школы новые с определенным уклоном, значит. И самое интересное, в Америке откроется, там есть, но он не особо активен, откроется, может быть, один из знаменитых американских вузов, кафедра славянства. Славянская кафедра, в котором будут изучать культуру России, значит, традиции народов России, костюмы. И вообще много вы будете в этом году видите всяких разных таких, знаете, очень известных в брендах славянские какие-то узоры. Это намек на то, что в мире очень сильно меняется, то есть меняется лидер, перевес в чью сторону идет. А мы знаем прекрасно, что в основном масоны дают такие знаки этому миру. То ли предупреждают их, то ли у них так принято, нужно, знаете, как пространство кинуть слово, чтобы оно начало исполняться. В Америке сгорит очень большой музей, очень знаменитый. Ну, большая часть сгорит экспонатов. Потом выявится очень много фактов кражи и вывоза незаконно из восточных стран, исторических документов, исторических артефактов, значит, изображений, статуй, летописей и так далее. Вот этот скандал выявится, страны будут требовать обратно их. Ну, Лондон, конечно, Лондон, извиняюсь. Ну, да, оттуда все руководится, это оговорка по Фрейду. Они, конечно, не очень захотят это вернуть. Будет идти речь еще про крымское золото. Трамп всерьез будет предлагать все-таки вернуть России крымское золото и на этом как бы этот спор решить. Очень многие мировые шедевры, которые нагло были присвоены, пользуясь моментом. Ну, мы знаем, что они мародеры, но как-то надеялись, что не до такой степени. Оказалось, что зря надеялись, да, до такой степени. Вот это мародерство просто присвоили себе эти шедевры, присвоили себе очень большой запас денежный, который был на российских счетах от продажи нефти, газа и прочее. Но мы прекрасно знаем, что Путин человек злопамятный, он им это не простил. Но для того, чтобы Россия была надежным партнером, он, конечно, не отобрал у иностранных концернов имущество, мог бы в отместку это сделать, но не сделал. И тем самым дал сигнал, дал понять, что экономика, значит, этих фирм, этих больших компаний не будет страдать никак из-за политических таких распри. Ну, тем самым заслужив доверие, вот они потянулись назад. Многие бренды будут возвращаться в Россию. Уже возвращаются еще в прошлом году. Говорила, что постепенно. Но в этом году особенно будут возвращаться. Вернется Mercedes, вернется, значит, Volkswagen. Ну, прям вот официальные дилеры. Значит, Renault. Ну и там многие еще стремятся назад. Но
многих не примут, потому что рынок уже занят. Свято место пусто не бывает. Даже Монголия изъявила желание продавать мясо и шерсть и прочее. Ну вот, видите, сразу же рынок заняли другие. Почему бы нет? Это вот, дальше. Разорится в Америке одна большая косметическая фирма. Как бы причиняя горе всем красавицам мира. Известная марка, известный бренд, он просто объявит о своем банкротстве и закроется. Но через лет 10-15, наверное, кто-то из этих богачей возродит эту марку, ну, уже как бы на свое усмотрение, но вот этот бренд разорится. Намекну на то, что это изначально австрийский бренд был. Поэтому вдруг там кому-то захочется понять. Значит, один из помощников президента Америки, ирландец по происхождению, очень жесткой рукой будет разносить и ФБР. Очень многих офицеров разжалуют. Многие потеряют должности, пенсии и прочее. И, как я уже сказала, окружит он себя сильными женщинами. Вот прям женщины везде, руководящие должности женщины. 2025 год для деловых женщин, женщин в погонах, очень благоприятный год, чтобы вы знали. Так, я думаю, про Америку довольно и достаточно. И, как я и говорила, потом, естественно, я буду дополнять. Скажу немного про стран Европы. Если, значит, некоторые не назову, значит, они особой роли в политической игре нашего времени особой роли не играют. Поэтому я их не обозначу. Итак, начнем. По списку. Австрия. Австрия значительно экономически, скажем так, будет держаться в 2025 году. Правда, внутренние начнутся распри, придет новая партия. И вот эта новая партия начнет преследование, значит, всех старых лидеров. И отчасти начнет большое сокращение рабочих мест. Экономически оно держится, но безработица начнет нарастать. В Австрии, значит, налоговая реформа, которая очень многих не устроит. Фермеры, которые обязаны теперь несколько пошлин, значит, различных платить там, и уезжая из страны, и возя свой товар или отвозя из страны. В общем, начнется очень сильное такое большое противостояние между властью и малым, большим бизнесом, фермерством, бунты на этой почве. Но это первая половина года, а потом уже постепенно наладится, потому что партия, которая пришла, она как-то начнет расформировываться. Придут новые люди, и у них политика будет намного мягче. Ну, народ добьется того, чтобы эти все ограничения постепенно были сняты. В Албании большое противостояние двух бизнес-кланов. Они будут пытаться приводить в парламент своих людей. В Албании очень много скандалов, очень много, значит, таких неудачных медицинских реформ.
В Албании год не очень хороший, неблагополучный. Единственное, что мало бизнеса, вот невзирая на эти все э, цунами вокруг, мало бизнеса выживет. И люди творческие, люди, которые занимаются своими работами, не зависят ни от кого, они выживут. А так очень много закрытий магазинов, очень много банкротств больших компаний. Албания не в самом лучшем таком состоянии будет в 2025 год. И вот это вот противостояние, покушение друг на друга, значит, в парламенте скандалы, какие-то суды друг на друга, там вплоть до просто мести какой-то личной. Албания вся вот бурный год переживет. Дальше. Болгария. Болгария резко начинает менять курс. Начинает пророссийский курс. Приходит новый человек. Даже два человека. Мужчина и женщина. Они лидеры двух противоположных партий. Но они начинают говорить о том, что с Россией надо начать, значит, экономическую политику более развитую, потому что и они, ну, то есть идут к разорению, что их экономика перетерпевает спад, и им нужно найти другие выходы, варианты, и вообще держаться нейтрально от европейской политики. Конечно, это не так удастся, как хотелось бы, но отчасти начало уже неплохое, начало отрицания этих всех распри, они открыто заявят, но потом как-то это все утихнет, и будут это делать втихаря. То есть при всех, может быть, и поддержат европейскую семью, но я вижу больше пророссийских политиков там теперь. Дальше. Ватикан. Скандалы. Смерть одного очень сильного духовного лидера. Подозрение на отравление. Значит, Ватикан будет выступать с какими-то абсурдными заявлениями, какими-то абсурдными, значит, разрешениями. Чуть ли не брак между человеком и собакой. Ничего страшного в этом нет. Вот Бог всех любит, и все это нормально. То есть начнется прям какое-то мракобесие, непонятное какое-то поведение лидеров Ватикана. Значит, выявятся очень большие затраты, очень большие левые затраты и воровство с казны. Неблагополучный год. Хотя Папа Римский начнет путешествовать. У него как-то так, может быть, опять же, чтобы отвлечь народ, он будет путешествовать, скорее всего, так. Но Ватикан вот стремительно начинает терять и своих верующих, и свое лидерское положение. Когда-то Папа Римский говорил: я совесть европейских королей. Но вот сейчас как-то даже не знаю, может ли он вообще о своей совести говорить, не то что про европейских королей. Далее. Великобритания. Я говорила вам, что в прошлом году, еще в начале прошлого года, что в семье Виндзоров начнутся смертельные болезни. Они начались, да. Даже выявляли люди, выставляла я у себя на втором канале. Обычно там выставляю, значит, уже те предсказания, которые сбылись. Но 2025 год либо последний, либо предпоследний. Ну, в общем, начало последних годов. Почему? Потому что там, конечно же, начнут интенсивное лечение и будут пытаться продлить жизнь монарха Англии. У него болезнь начинает прогрессировать. Он будет уходить. И
больше на арену политическую будет выходить старший сын, Вильям, по-моему, его зовут. Вот, он немножко такой психопатического такого склада ума, агрессивный молодой человек, импульсивный и очень такой настроенный на более радикальную политику. Но он постепенно будет уже как бы наравне с отцом делить власть, потому что отец уже уходит. Германия. У Германии очень большой упадок. И экономический, и культурный упадок. Хлынут туда огромное количество беженцев. И все, что тогда не доделали, доделают сейчас. Там практически уже немцев можно и не встретить. Но в Германии появится очень сильная националистическая партия, которая изначально всем будет напоминать фашизм. Ну, отчасти, скажем так, почти что такое и является. Начнутся кровавые стычки. Ждите в Германии новый Ку-клукс-клан. Но если те не вызывали симпатии, эти начнут вызывать симпатию. К сожалению, народ загнали в такие рамки, что появление таких вот бритоголовых товарищей почему-то вызывает радость и восторг. Может быть, потому что люди устали от беспредела, который творят приезжие из восточных стран. Хотя приезжих их агрессию можно понять, потому что Германия в том числе участвовала в разорении их родины. Они приехали разорять Европу. И они будут это делать и будут разорять. Значит, во-первых, убийство людей во время религиозного праздника в Германии. Может быть, Кёльн. Значит, сейчас еще семья священников подвергнется насилию с их стороны. Депутат Бундестага тоже будет подвергнут насилию со стороны приезжих. Далее, в общем, безобразное поведение, требования, чтобы ввели чуть ли не законы шариата в школах и прочее. И там объявится такая вот партия, которыми будут себя именовать чистильщики. Ждите там кровавых расправ с обеих сторон. Поэтому в Германии там, скажем так, ничего хорошего я не вижу. В Испании намечается очень, практически, можно сказать, бедность. Про Испанию ничего хорошего сказать не могу. Там люди, редкие люди, которые смогут выдержать этот момент экономически трудный. Испания начнет отдаляться, даже начнутся разговоры о том, чтобы уйти из европейской семьи, из Евросоюза и жить как бы самостоятельной жизнью. Даже такие будут, значит, лозунги озвучивать. Да, еще скажу, что в Европе много катаклизм в этом году. Оползни, даже землетрясения по местам, огонь. Европа начинает расплачиваться за что-то. Тем более, что Европа очень как бы покорно и спокойно во вред своим гражданам пытается осуществить планы
ну, Англии в основном, вместе с американскими лидерами. Евросоюз, скандалы, приход нового человека, разоблачение, опять прослушка, опять, значит, будут показывать переписки, разговоры лидеров Европы, Евросоюза. Я не вижу перспектив, я вижу упадок Европы. Хотя у Европы был шанс постепенно подняться. Но единственное белое пятно во всем этом, светлое пятно, это в том, что люди просто начинают больше и больше. Просто Европу вот нахлынет эти протесты, волна протестов, и к концу года она просто дойдет пика. Даже не к концу года, может, к концу лета. Постоянные, значит, все время выход народа на улицу, все время столкновения, стычки, уже убийства полицейских и прочее. Вот до этого дойдет и Европа, потому что народ живет, ну вот, скажем, на грани. Там, у кого есть свое дело, там свой бизнес, еще более-менее могут выживать, все остальные как-нибудь живут, и европейские лидеры не этого хотели, когда объявляли санкции. Ну, дело в том, что это не их коснется, понимаете, поэтому, конечно, но Европе повезло, что в этом году зима не холодная, поэтому не будет такой жуткой выживаемости зимой, но потом опять спад экономики. Значит, Италия. Италия абсолютно хочет быть консервативным. Опять итальянские лидеры призывают к семейным ценностям. И начинается борьба в Европе между западными и европейскими ценностями. Это разные вещи. О европейских ценностях, о которых мы говорим, это совершенно несопоставимо с западными ценностями. Они между собой ведут борьбу. И вот эти вот носители европейских ценностей и носители западных ценностей, они начнут очень жестокое противостояние в 2025 году. Очень жестокое. Это аресты, это бунты, это покушения и прочее. Kosovo начнется опять противостояние, опять между сербами и хорватами. Европе нужно отвлечь внимание народа. Значит, Kosovo, ждите стычки, но такой полномасштабной войны я не вижу, но начало вот по новой, вот как изначально было, да, в Сербии, Хорватии. То есть вот примерно тот же сценарий, который очень неприятно напомнит о тех событиях. Значит, Латвия, Литва. Ну, понятно, антироссийские настроения. Но произойдет нечто такое, что очень сильно заставит их задуматься после очередного переноса костей и останков, значит, советских солдат. Случится очень нехорошая вещь. Начнется просто серия пожаров. Изначально будут подозревать, что это, скорее всего, там русские, их заказ, потому что, ну а как так что-то совпало, очень прям быстро это началось, вот эта вот серия пожаров. А на самом деле это наказание этим людям. Потом выяснится, что, то есть это не рукотворные пожары. Причина будет названа различная, и значит, плохое обслуживание зданий и прочее, но оно унесет определенное количество жизней. После этого очень долгое время они просто не будут трогать эти кладбища. Значит, Греция. Греция очень сильно старается всеми силами, значит, понравиться турецкой власти. Но в Греции начинает назревать очень сильное недовольство народа, противостояние и агрессия по поводу, то есть к своим властям. Уже вот прям идут до радикальных столкновений в Греции. Греческим властям нужно перестать лизать задницу
Эрдогану, если они не хотят потом расправы. Потому что все, кто это сейчас делает, через несколько лет просто будут наказаны руками, скажем, народных мстителей, и поэтому им сейчас стоит задуматься над этим. Греция пытается всеми силами удержать Турцию как бы от нападений и прочее, но у Турции сейчас нет таких намерений и возможностей, ей сейчас не дадут в любом случае. Однако опять начнется политика ну, такого, знаете, мародерства, как обычно. Опять, значит, будут посягать на часть Кипра, ту часть, которая от них освобождена, спасена и закрыта. И начнется столкновение вот в Греции именно между греками, которые из Турции, приезжие и вообще там живущие уже давно, между турками начнутся столкновения, и очень серьезные. И вот это начало политического краха той партии, которая протурецкая. Вот это единственное, что будет. На удивление, Греция все-таки экономически в каких-то регионах спад, но так в общем и целом неплохо как бы начнет подниматься. Это единственное, что удерживает эту власть. Так они как бы находят различные способы и выходы, чтобы кормить народ, и пока что на этом держатся, на тех же самых хлеб и зрелищ устраивая. Вот, я думаю, что пока достаточно этой информации. Естественно, дополнение потом буду снимать и выкладывать. Пока этого достаточно. Следующее у нас идет СНГ и остальные страны, о которых мы еще с вами не озвучили. Информация очень объемная, мне кажется, и этого вот более чем достаточно, чтобы понять общую картину мира на 2025 год. Всем удачи!